Очередное видео об аэропортах и трансферах будет про Черногорию, а именно аэропорт, или как пишут здесь, аэродром Подгорицы. Поскольку Черногория небольшая, всего около 600 тысяч жителей, из которых 150 тысяч живут в ее столице Подгорице, то и аэропорт под стать ей. Маленький, простой и даже какой-то деревенский. Посреди полей цветущих олеандров с кипарисами стоит небольшое здание, что в общем-то удобно. Здесь вы точно не потеряете много времени. Контроль нашего рейса из Варшавы также прошел очень быстро. Ставят штамп и идешь дальше. Ручную кладь даже не проверяли. Да и в целом до вас особо никому нет дела. Сразу вспоминается стереотип о черногорцах, которые рождаются уставшими и потом постоянно отдыхают. Главный вопрос аэропорта – на чем уехать в город. Общественного транспорта в этих полях нет, только такси, которые так просто не вызовешь. Удобных онлайн-сервисов нет, а Uber и подобные системы в Черногории не работают. Ловить нужно или по старинке, или, как пишут, связываться с таксистами по мессенджерам. На выходе из аэропорта таксисты, конечно, сразу же начинают настойчиво предлагать свои услуги. Но если вы уверенно отказываетесь, то они не настаивают. Если отойти подальше от входа, то можно сторговаться уже на 20-40% дешевле. Еще экономнее будет дойти пешком где-то километр до железнодорожной станции, а там сесть на электричку. Дорога до станции занимает около 15 минут и представляет собой хорошо протоптанную тропинку среди деревенской идиллии в тени красивых деревьев. Очень интересная тропа. Вот так вот выходишь из аэропорта и фигачишь по какой-то дорожке, потому что пешеходных тротуаров здесь нету. То есть либо по трассе ты должен вот идти вот там, или здесь. От аэропорта примерно километр идти до железнодорожной станции. Таксисты просят 2,5 евро за то, чтобы довести вас либо до железнодорожной станции, либо 10 евро до Подгорицы непосредственно. А до Подгорицы здесь до автовокзала 10 километров расстояния. Когда эта козья тропка заканчивается, нужно перейти дорогу и идти по поселку в направлении автомобильного моста. Там и будет нужная остановка, ее хорошо видно. А вот и остановка. Расписания на остановке нет, но ориентировочный интервал где-то около часа. Поезд ходит по одноколейной дороге из Подгорицы в Бар и обратно. Поэтому, если прошел в одну сторону, а вам нужно в другую, нужно ждать, пока он вернется. Позади остановки есть очень, кстати, небольшой киоск, где можно купить воду и уточнить расписание. Стоим, мы ждем поезда. Купили мы напиток за 1,5 евро, холодную воду, хорошая такая холодная. И нам сказали, что по расписанию, что поезд будет в 15:15. Да, Подгорица. Он приехал таксист, он нам навязчиво, но настойчиво предлагал поехать в Будву за 50 евро. Говорят, что поезд будет через час. Либо за 3 евро с человека до Подгорицы, до автобусной станции. Тем временем со стороны бара показалась наша электричка, и мы выдвинулись в сторону Подгорицы. Состав небольшой, 2 вагона, снаружи щедро разрисованные граффити, но внутри вполне комфортные. Билет покупается и оплачивается также внутри за наличные. Ходит кондуктор и выписывает вручную квитанции на бланках. Что, у нас обилетели? Сколько там получилось? Карта по евро 30, ехать 10 километров до Подгорицы. Выписывать все вручную. Почем? По евро 30? Или по евро 20? По евро 20. По евро 3,60 там. 3,60 с троих. Поезд до Подгорицы нам обошелся в 1 евро 20 центов с человеком. До вокзала Подгорицы ехать около 10 минут. На той же площади находится и автовокзал, откуда уже можно уехать на автобусе до нужной вам локации.